Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня мы будем готовить очень характерное блюдо – куриные шейки по-одесски. Это тот самый случай, когда из простых и доступных продуктов получается настоящий деликатес, который можно подать и к семейному ужину, и на праздничный стол, и на дружеские посиделки на пикнике. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, начнем с приготовления основы начинки. Ставим сковороду на огонь. В сковородку добавляем 15-20 мл любого растительного масла и 50-60 граммов сливочного масла, которое придаст начинке нежную сливочную нотку. Пока масло разогревается, займемся луком, который предварительно нужно нарезать средним кубиком. Нам его нужно довольно много, примерно 350-375 граммов. Отправляем лук в сковородку с разогретым маслом и обжариваем его до мягкости. Подчеркну, лук зажаривать не нужно, просто ждем, чтобы он стал прозрачным и напитал масло своим ароматом. Пока лук томится, подготовим куриные сердечки, которых нам понадобится 150-200 граммов. Обязательно их зачищаем и нарезаем небольшим кубиком или каждую штучку разрезаем на 6-8 частей. Отправляем сердечки к нашему обжаренному луку и хорошо перемешиваем. Затем накрываем сковородку крышкой и оставляем сердечки на 5-10 минут, чтобы они протушились практически до готовности. А пока сердечки тушатся, не теряем время зря и подготовим 150-200 граммов куриной печени. Ее также зачищаем и нарезаем небольшим кубиком. Когда сердечки протушились, добавляем к ним печень и снова хорошо все перемешиваем. На этом этапе сердечки и печень нужно немного посолить и поперчить. У меня смесь перцев, но подойдет и обычный черный. Обжариваем печень вместе с сердечками буквально 2-3 минуты. Куриная печень готовится очень быстро, поэтому важно ее не передержать, чтобы она сохранила сочность. Снимаем сковородку с огня и перекладываем получившуюся основу начинки в глубокую миску и слегка распределяем ее по стенкам миски. А затем оставляем на столе, чтобы она хорошо остыла, где-то до 40-50 градусов. Пока начинка остывает, подготовим самое главное – куриные шкурки, которых нам понадобится 1 килограмм. В идеале использовать шкурки именно от куриных шеек, но если их нет, а в последнее время найти их в магазине практически нереально, кожа с грудки отлично подойдет. Главное, чтобы она была достаточного размера. Моя основа начинки уже остыла, и это значит, что можно продолжить приготовление начинки. Для этого нам понадобится 350-400 граммов куриного фарша. Желательно использовать фарш из филе, но подойдет и из других частей курицы. Добавляем фарш в миску с основой начинки и тщательно все перемешиваем. Теперь нам понадобится 3 яйца, у меня категории S0. Вводим яйца в мясную основу. А потом снова тщательно все перемешиваем, чтобы яичная масса распределилась максимально равномерно. Теперь пришла очередь сухих ингредиентов. Всыпаем в миску 80-90 граммов манки и 25-30 граммов муки. И снова тщательно все перемешиваем, следя, чтобы не осталось ни одного комочка муки или манки. И последний штрих – специи. Доводим начинку по вкусу с помощью соли и молотого перца. Опять-таки вместо смеси перцев смело можно использовать обычный черный. По желанию добавляю 1 или 1,5 чайной ложки сухого чеснока и столько же паприки. Я использую копченую, но это не принципиально. После добавления специй еще раз тщательно все перемешиваем до однородности. Как вы можете заметить, начинка получается немного жидковатой, но при этом она уже достаточно хорошо держит форму. Благодаря такой консистенции шкурки можно будет нафаршировать без всяких проблем. Ну и собственно приступаем к самому творческому процессу. Берем куриную шкурку и расправляем ее на широком блюде. Выкладываем на нее примерно 1 столовую ложку с горкой нашей начинки. Боковыми частями шкурки накрываем начинку,
а затем аккуратно сворачиваем все в плотный рулет. Получается такой аккуратный рулетик с начинкой внутри. Выкладываем наши рулетики в противень или в глубокую сковороду швом вниз, чтобы они зафиксировались и не разворачивались при запекании. Если вы используете шкурки от шеек, то просто фаршируйте их начинкой, а края подворачиваете вниз. Чтобы шейки получились максимально сочными, добавляем на дно совсем немного кипятка, примерно 50-70 мл. Теперь на выбор. Либо запекаем в духовке 20-30 минут при температуре 180-200 градусов, либо тушим в сковороде на самом минимальном огне под крышкой те же 20-30 минут. У меня шкурок было немного меньше килограмма, поэтому начинка осталась. Естественно, я ее не выбрасываю и просто раскладываю по формам для кексов и отправляю в ту же духовку, где у меня запекаются шейки по-одесски. И наконец, наши шейки по-одесски готовы. Как вы видите, даже несмотря на то, что рулетики мы ничем не фиксировали, они сохранили свою форму и остались целыми. Благодаря тому, что я шейки по-одесски запекала, они приобрели красивый золотистый цвет. Естественно, после тушения в сковороде их цвет не получится таким аппетитным, но это легко исправить, если перед подачей обжарить их на той же сковороде. А из остатков начинки у меня получились вкуснейшие а-ля мясные маффины, которые очень нравятся детям. Поэтому даже если у вас нет куриных шкурок, можете взять на вооружение рецепт начинки, из которой можно приготовить либо вот такие маффины, либо что-то вроде мясного хлеба. Подавать шейки по-одесски можно сразу же, пока они еще горячие, но я очень рекомендую попробовать их холодными. В таком виде они невероятно похожи на домашнюю печеночную колбасу. А если вы собираетесь на пикник, то обязательно приготовьте шейки по-одесски и возьмите их с собой. Их можно использовать либо для приготовления вкуснейших бутербродов, либо, что еще лучше, обжарить на мангале и удивить своих друзей необычным мясным блюдом. Не забывайте ставить лайк, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!